Здравствуйте, друзья! В прошлом видео я шила сумочку, так скажем, с многослойной аппликацией. И такую аппликацию я хочу попробовать из джинсовых тканей. Данная аппликация немного отличается от предыдущей. Ну, обо всем по порядку. Приступим. У меня это две детали 28 на 17 сантиметров, проклеенные серпянкой. Поверх серпянки проклеила дублерин. Вырезала джинсовую заготовку такого же размера. Нарисовала на нем круги. В прошлом проекте я нарисованные круги вырезала, а потом уже накладывала на основу. В этот раз я буду настрачивать, а потом уже обрезать. Взяла несколько оттенков джинсовой ткани. Вот. Размечала от одного и того же угла, но на одной заготовке это полный круг, а в остальных заготовках это разные фрагменты кругов, чтобы они у нас размещались, эти круги, на разных расстояниях. И вот вырезаю внутреннюю часть круга, отступив от строчки 0,5 сантиметров. Затем этот припуск надсекаю. И так поступаю со всеми кругами. Вот что получилось. Дальше проделываю ту же самую операцию с этой тканью, с этой джинсовой тканью другого оттенка. Уже интересно получается, правда? И последний, третий слой, он у меня из той же джинсовой ткани, что и основные детали сумочки. Также накрываю все слои, настрачиваю. И вот что у меня в итоге получилось. Получилась такая красивая фактура. И отделочная строчка контрастная, вот эта рыжей ниткой, смотрится очень хорошо. Далее я свою заготовку потерла щеточкой, размахрила края. На задней детали я сделала карман на молнии. Точно такой же карман я сейчас сделаю на подкладке. Вырезала две детали подклада 28 на 16,5 сантиметров. Это с запасом. На детали намечаем середину. Подклад кармана. Для подклада кармана я взяла кусок ткани 22 на 20 сантиметров. Складываю его пополам и размечать буду со стороны сгиба. Находим серединку. Далее вниз откладываем 1 сантиметр и проводим горизонтальную линию. Далее я замеряю молнию и решаю сделать вход в карман 18 сантиметров. Теперь от центра в обе стороны я буду отмерять по 9 сантиметров. Провожу 2 вертикальные линии по бокам. Теперь от горизонтальной линии вниз отмерила 1 сантиметр и прочертила вторую горизонтальную линию. Получилась рамка. Теперь совмещаем намеченные центры обеих деталей. Размещайте карман с учетом всех швов, чтобы карман не был слишком близко к краям. Вот я разместила. Затем вот так аккуратно я расправляю подклад кармана. Эти две детали необходимо сколоть булавками. Затем прокладываем строчку по нарисованной рамке. Затем разрезаем по центру вот так.
Затем подклад кармана выворачиваем. Вход в карман разравниваем, края выметываем и приутюживаем. Затем удаляем наметку. Теперь снизу подкладываем молнию и на молнию настрачиваем подклад. На этом моменте я нечаянно затронула телефон, он пошатнулся и перешел в формат вертикальной съемки. Это буквально несколько минут продлится. Далее застрачиваем подклад кармана. Если хотите, его можно настрочить прямо поверх этой детали. Вы знаете, я хочу попробовать сделать такое разделение в подкладке, такую перегородку сделать. Вырезала вот такую вот деталь. Верхний край со сгибом, шириной как основная деталь. На глаз, в принципе, я там все выкраивала, разравнивала. Так как сумочка имеет немножечко такое вот заужение к низу, поэтому и на этой перегородке я немножечко заузила. С каждой стороны по 2 сантиметра. Внутри перегородки я проложу тонкий поролон. Эту деталь вообще-то надо было проклеить, это я говорю уже так вам на заметку, потому что в дальнейшем у меня верхний край немножечко растянулся. Поэтому надо более, хорошо его продублировать или флизелином, или дублерином эту деталь, а потом уже какой-то уплотнитель ставить и делать стежку. Я не проклеила эту детальку, и у меня немножечко растянулся этот край верхний. Ну вот я выворачиваю. В принципе, можно было уже оставить его и так. Но я захотела немножечко простегать так на глаз, ничего не намечая. Ну вот я простегала, и по верхнему, видите, краю я проложила еще строчку, и немножечко это все растянулось. Вот на этом моменте мне надо было уже пришить обтачки, между ними вшить молнию. Ну вот что-то этот проект у меня косяк за косяком. Ну ничего, в дальнейшем я все исправлю и пришью. Вот застрачивала я вот таким образом, отступая и от верха, и от низа. Вот. Вот зашиваю я донышко, оставляю небольшое расстояние для выворачивания. И также складываю лицо к лицу основные детали, прокладываю боковые и нижние срезы. Вот, видите, подпорола, вспомнив, что надо пришить молнию. Вырезала обтачки 28 на 30,5 сантиметра. И буду вшивать молнию. От каждого края я отмеряла по 3,5 сантиметра. И между этими метками я вшивала молнию. После того, как вошьете молнию, обязательно проверьте правильность пришивания ее, так как я опять здесь же накосячила, видите, завернула молнию не в ту сторону, и вот закрепки не дают мне ее застегнуть. Вот я подпарю и отверну ее в другую сторону. Ну вот, и на старуху бывает проруха. Ну вот видите, да, молнию я укоротила, обогнула кожей и обстрочила. Вот. Все проверила, все хорошо. Теперь буду пришивать подклад. Поверх молнии я вот так вот прикладываю и прострачиваю.
Теперь по подкладке я прострочу отделочную строчку на 0,1. И затем соединю уже боковые срезы. Все, застрочила, все, подклад готов. И так как подклад у нас был вырезан с запасом, обязательно проверьте основные детали с подкладочными и уравняйте их. Лишнее срежьте. Далее для плоского донышка мы будем застрачивать уголки. У меня получились они от сгиба до сгиба 5 сантиметров. На основных деталях точно так же. Ну вот, все, прострочили уголки и лишнее срезаем. Далее выворачиваем подклад. Складываем лицевыми сторонами 2 заготовки. Вот сама идея разделения подклада, да, вот такой перегородкой мне очень понравилась. Но вот на будущее, конечно, ее нужно проклеить. Учесть то, что она у меня вот растянулась. Немножечко ее доработать, этот момент. Ну вот, вложили лицо к лицу, совместили боковые швы и прострочим по верхнему срезам. Теперь выворачиваем через отверстие в подкладке. Зашиваем это отверстие. Вот. Выравниваем верхний край сумочки и проложим отделочную строчку на ширину лапки. И вот решила я вот эту перегородку пришить к шву, который проходит по дну подкладки. Вот я их совмещаю и вручную прям пришью, чтобы она не болталась хотя бы по нижнему краю. Вот пришила. Теперь получше будет. Так что учтите мои недочеты, и я уверена, у вас получится намного лучше. Но в целом сумочка получилась классная. Просто надо доработать некоторые моменты. В общем и в целом работа я готова. Здесь я не буду устанавливать колечки, не буду прицеплять ремешок. Пускай это будет такая вот косметичка, не знаю, пока лежит. Найдет свое применение, или дочка заберет себе, или найдем применение, может быть, кому-то и подарю. Так что ваше мнение пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Прошу вас, поддержите мой канал, подписавшись на него. Буду очень признательна. Ну вот в этой сумочке получилось много карманчиков. Но в принципе она получилась, видите, 27 сантиметров по верхнему краю, высотой 13 сантиметров почти по нижнему краю, от уголка до уголка, видите, здесь 5 сантиметров. В принципе небольшая, но карманов здесь, отделений разных много. Ну вот такая вот работа у меня на сегодня. Ну а я с вами буду прощаться. Все, девчата, до скорых встреч. Всем пока-пока.